Привет! Я Наташа, австралийка, которая сделала то, от нее никто не ожидал. В 2024 году я собрала чемоданы и переехала в Россию, в Москву. И с тех пор все задают мне один вопрос. Почему Россия? Почему? Это честный вопрос. Но с другой стороны, на него ответить нелегко. Так что давайте поговорим об этом. Давайте. Все началось в 2020 году. Однажды я проснулась с мыслью, что мне нужно что-то новое. Я сама не знала в этом моменте, что эта мысль полностью изменит мою жизнь. Мне всегда были интереснее, в детстве, всегда были интереснее иностранные языки, и это любопытство осталось со мной навсегда. И в это утро я приняла простое решение выучить кириллицу. Без причины, без цели, просто так, для развлечения. Думала, почему нет? Вот так все началось. Но потом, отгладываюсь назад, я понимаю, что это было гораздо больше, чем просто развлечение. Это было начало путешествия, которое изменило все в моей жизни. Мой взгляд, мой мир, моя личность даже. И в итоге месте, где я живу. Представляете? Спонтанное решение изменил место, где я живу. Это сумасшедше. Вот, во время учебы я познакомилась онлайн с языковым партнером, и мы разговаривали. Мы делились фотографиями своей жизни, и одну из этих фотографий я хорошо помню. Это был фото его деревни зимой. Он сделал фото с небольшого холма, вот. Сверху было видно, как сказать, деревянные дома, они покрытые снегом, и дым из трубах, да, это из трубов, может, нет, вот, из труб, и дым из труб. Это выглядело, sorry. Это выглядело спокойно, просто спокойно. И внутри меня что-то остановилось. Я не могла объяснить почему, но мне так сильно захотелось быть там. С того момента, можно сказать, я влюбилась в Россию издалека. Да, я влюбилась. И это чувство осталось со мной. И со временем стало только сильнее. И затем я поняла, я больше не хочу просто изучать язык. Я хочу жить его, можно сказать. Просыпаться и слышать его вокруг. Я больше не хотела слышать на радио «Говорить Москва», да, 94,8 FM. Вот. Вот, я хотела понимать культуру изнутри и принадлежать. Я всегда говорю, что я не нашла Россию, а Россия нашла меня. Что-то здесь звала, она звала меня сюда. Именно здесь эта история по-настоящему начинается. После многих лет изучения русского языка на расстоянии я наконец-то увидела все своими глазами. Я в России! Санкт-Петербург и Москву в 2023 году. Честно говоря, это было одно из лучших путешествий в моей жизни. Когда я вернулась в Сидней, произошло что-то странное, потому что внезапно я посмотрела вокруг и поняла, что вот
я живу в деревне, вот, в большой деревне я живу. И впервые мой дом Сидней показался мне маленьким. И он действительно маленький по сравнению с Москвой, конечно. Есть такая поговорка, которую я люблю. Тот, кто не путешествовал, думает, что еда, которую готовит мама, самая вкусная. Так вот, это была я с Сиднеем. Я всегда думала, что это лучший город Земли. Так. И в каком-то смысле он есть. И я там выросла, я проводила долгие золотые лета на пляже. И запах соли, звук цикады, вот это крик, как насекомые, да? Спасибо. Чудесно. Я жила в жаре, которая длилась неделями, но внутри что-то изменилось. Я люблю свой дом, но поняла, что не хочу, чтобы это была вся моя история, что я родилась там, в Сиднее, я жила в Сиднее, работала в Сиднее и потом умерла в Сиднее. Эта мысль казалась мне грустной, если честно, и я просто хотела большего. Я всегда завидовала людей, которые уехали жить за границу. И после этой поездки я поняла, может быть, мне больше не нужен океан. Может быть, мне нужен новый горизонт. Этим горизонтом стала Россия. Вот. Третья причина, по которой я хотела переехать, появилась в этой поездке. 2000, вот это цифры, мне надоело. В 2023 году, вот, почувствовала, что мир стал ближе. Что я имею в виду? Ну, если вы никогда не жили в Австралии или далеко отсюда, это трудно объяснить. Там все далеко. Перелет на 9 часов – это уже короткий. Представляете? А чтобы попасть в Европу, нужно лететь минимум 26 часов, иногда больше. Представляете себя на замкнутом пространстве за 26 часов. Это ужасно. Это про ощущение. Ты живешь на острове, далеко от всех. Когда у тебя утро, весь остальной мир еще спит. И ты чувствуешь эту дистанцию. Когда я переехала в Россию, все изменилось. Вдруг я почувствовала, как будто мир рядом. Отсюда до Европы всего несколько часов. И связь с миром действительно важна для меня. Я не знаю, почему это. Как я чувствую. Вот. Дальше. К 30 годам я сделала все правильно. Хорошая работа, квартира, выходные. Я даже работала только 3 дня в неделю. Сначала казалось свободой. И это действительно была свободой. Моя сестра работала по такой же графику. Мы часто проводили почти каждый день вместе. Это было идеально. И вдруг перестало быть. Я начала чувствовать скука, застой. Новое слово, которое я выучила для этого видео. Вот, застой. Не усталость от работы, а усталость от комфорта. Потому что, когда жизнь становится слишком легкой, ты начинаешь задавать опаснее вопросы. Это все? Так будет всегда? Все говорили, что мне нужно быть благодарной. И честно, я была такая. Нет, я была такой. В 30-х почти на пенсии я жила мечтой. Но благодарность не отменяет любопытство.
Я не хотела провести лучшие годы, думая, а что если? Что если? Нет. Я посмотрела на свою жизнь, свою работу и свой город и подумала, мне пора изменить, мне пора. Я уже любила Россию, изучала язык, смотрела фильмы, я чувствовала, как будто я принадлежала к этой культуре. И я знакомилась с людьми отсюда, из России, лучше сказать. Так что, когда появилась идея переезда, это не было спонтанно. Нет, это был продуманный план. Не убежать от чего-то, а пойти навстречу чему-то. Чему-то, чем я могла быть, гордиться в будущем. И, наконец-то, один из самых частых вопросов, которые мне задают, это зачем ты переехала в Россию зимой? И ответ просто, чтобы увидеть снег. Если вы русский, вы, конечно, не летите на другой конец света, чтобы увидеть снег, чтобы стоять на морозе в минус 30. Конечно, нет. Вы выберете тепло и солнце, вы выберете Таиланд. А для нас, австралийцев, все наоборот. Мы хотели холода, хотели увидеть белый мир, чувствовать снег, почувствовать снег. Хотели услышать, как сказать, шаг по снегу. Вот. Все это казалось другим миром. И первая зима здесь принесла мне счастье, которое я не чувствовала с детства, если честно. Если бы я улетела обратно в Австралию завтра, то мои лучшие воспоминания все равно осталось бы в той зиме, в этой зиме. И я так рада, что мы это сняли, потому что каждый раз, когда я пересматриваю эти видео, я возвращаюсь туда. Ярин! Да! Да, мол, больше! Да! Вот моя история. Почему я уехала из Сиднея, из Австралии, и решила построить новую жизнь здесь, в России. Это не было случайно, не было побегом. Это было что-то, которое росло мне постоянно. Нет, постепенно. Из любви к языкам, любви к культуре и желания найти смысл. Я не уехала, потому что ненавидела Австралию. Конечно, нет. Я уехала, потому что хотела больше историй и роста. Больше моментов, когда думаешь, вот, это настоящая жизнь, я сделала что-то круто в моей жизни, я сейчас в России, это сумасшедший, я не верю это. Я чувствую, что я делаю что-то, которое в будущем я буду гордиться. И теперь я хочу сказать отдельное спасибо вам. Спасибо, что вы здесь со мной, что вы смотрите, слушаете и буквально идете со мной по этому пути. Если вы когда-нибудь мечтали уехать за границу, то напишите мне. Или, может быть, вы хотели выучить новый язык, или уже сделали это. Расскажите мне свою историю. Мне правда интересно. Спасибо всем, кто помогает и делает донаты. Это дает мне возможность продолжать эту работу. Спасибо большое за ваши сообщения, советы, исправления, за все, правда. И отдельное, но самое главное спасибо за все, что дала мне эта страна. Спасибо тебе, Россия. Эти слова о тебе, Москва. Oh, I should say, эти слова о тебе, Россия. How's that? Okay, good. Все?
керосин и дым из труб. Это выглядело, sorry, в этом году, год. Почему Россия? Особенно в Австралии, когда я сказала, я перееду, да. Люди были вот так. Что? В Россию? Вот. Почему Россия? Это честный вопрос.